Привет, друзья! Вот и наступил долгожданный патч. Вышла елка, квесты, кейсы с фамасом, глоком, топ 250 елки, новый легендарный костюм, подарки и еще много чего другого, что мы сегодня рассмотрим. Также вся зона покрыта снегом, выглядит атмосферно. Так, что по самому патчу? Первое, что добавили, это временную квестовую цепочку от Святослава Николаевича и снеговиков из изнанки. Снегурочки нет, но, как я полагаю, мы будем выяснять, куда она делась. Сама квестовая цепочка будет доступна до окончания сезонного события, то есть до конца елки. Также добавили новое событие Бурю. Оно охватывает вообще всю зону, кроме Затона и Лиманска. Оно будет появляться по аналогии с выбросом. То есть мужик будет предупреждать, когда она начнется. Длительность ее примерно 30 минут. В это время будет ограниченная видимость, а также будет накладываться холод. Чем севернее в зону, тем больше эффект. На локациях, если навести на них, будут вот такие предсказания о буре. Во время самой бури будут появляться разные активности новые. То есть аномальные установки меняются на защиту теплыша. Защита ученых на помощь морозоборцам. Протки на снежные протки. А зомби на зомби-морозоборцев. А еще на локациях 4 вида боссов будет. Плоть с кабаном, отдельно плоть, отдельно кабан и собака. У торговца появились вот расходники новые для вывода холода, спирт, горелка, сыворотка и термопластина. А в опене также появились ящики с расходкой, которые помогут с этим делом. Еще плюс аптечка для экспериментальных условий и водка морозная. Также с бурей поможет справиться обычный костер. Также во время бури можно делать квесты вот эти. За них дают ящики разные. Добавили новый артефакт Морозец, а также все артефакты зимние. Как я понял, теперь их можно будет найти только во время бури. О, ну и наконец, самое главное, это елка. По традиции прокачивается она за счет игрушек, которые можно выбивать с подарков, которые в свою очередь можно найти в мебели, в опене или со спотов. Чем выше уровень, тем лучше награды, естественно. Также у елочки есть ежедневные награды. Всего будет 7 уровней елки. На последнем уровне открывается возможность побороться за топ. Награды тут, конечно, как всегда сочные. Новый легендарный костюм, Эльбрус, хладомет, 100к обменок, морозная бритва, 2 купона на 99% и дальше так по мелочи. На костюме хочу остановиться детальнее. То есть это у нас камбушечка, которую потом можно будет приобрести за талоны как штурму. Но по статам она как-то похуже штурмы будет, если честно. Пулестоя на 20 меньше, заражения почти такие же. Разрыв и взрыв меньше, кровотек такой же. Ну блин, штурма, конечно, получше будет, но единственный плюс этого костюма нового это 3 периодических лечения. В принципе, на отхил можно хорошую сборку сделать. А так я выбрал бы все-таки лучше штурму. Вот, кстати, сами кейсы за уровни елки. Вроде они прям все как предыдущие, и награды одинаковые. Благо фамас и глок я собрал, так что в этом сезоне мне открывать только скробы нужно. А еще важное, в опене теперь будут новогодние аирдропы. Игрушки объединяются, как и в прошлый раз. То есть, если у тебя 2 на плюс 2, собственно, тогда ты получишь из нее плюс 3. И так далее. Насколько я помню, в прошлом году люди собирали плюс 10 и даже плюс 13 игрушки. И это, конечно, был топ. То есть, на игрушку плюс 10 требовалось 1024 игрушки конкретного вида. На плюс 11 уже 2048, а на плюс 12 4056. В кои-то веки Эксбо сделали отдельную вкладку для игрушек, чтобы не засорять инвентарь. Еще одна механика дополняет елочку, будет снеговик. Его можно кормить лишними игрушками, а взамен он будет давать угольки и очки для елки. И у него увеличится его морковка, да. А сами угольки можно использовать в лотерее. После закрытия 5 вот таких карточек появится турбовик X10. Это то же самое, только награды в 10 раз больше, как и стоимость ячейки. Так, добавили еще 2 уникальных NPC. Первый это Василич, который как гид по буре у нас. И Похититель подарков, который будет на кузне и свалке. Он предлагает уникальный скин и новогодний выпуск журнала Стелбой в обмен на подарки. Так, что же у нас тут еще? Облик на антрес на 1000 уровне. Ну и, конечно же, донатные наборы, куда без них. Что, кстати, очень важно, это то, что теперь можно открывать сразу много кейсов. И можно выбрать отдельно предметы для продажи или замены, что очень круто. Прочие изменения у вас на экране. На этом у меня все. Я скажу, что мне понравился этот патч.
и все, что в нем. И я даже думаю, возможно, пойти качать елку и зайти в этот раз в топ-100 хотя бы. Напоминаю, что у нас есть Discord сервер и телеграм-канал со всяким. Как раз скоро, а именно 18 числа, будут выбраны победители розыгрыша. На этом у меня все, всем пока и скоро увидимся. Может сегодня ночью или завтра утром уже будет новый ролик.